Всем привет! С вами ваш стилист Алина Галин, и вы на моем YouTube-канале про стиль, моду, тренды и красоту. Сегодня поговорим про то, как выглядит дорого и навсегда убрать из своего гардероба те вещи, которые дешевят ваш образ. И я здесь говорю не про стоимость вещей, а именно про их внешний вид и то, как они воспринимаются окружающими. Это относится именно к вашему ежедневному гардеробу, а не к специфическим мероприятиям типа костюмированных вечеринок. Я разделила вещи на две категории – одежда и аксессуары. Смотрите внимательно, чтобы ничего не пропустить. Перед тем, как начать, проверьте, что вы подписаны на мой канал и не пропустите другие модные и стильные советы. Итак, категория номер один – это одежда. И здесь мы говорим про ткань. При выборе одежды важно помнить, что лучше всего использовать фактурные ткани. Это те, которые хорошо держат свою форму. Например, вы наверняка покупали футболки из некачественной смеси хлопка и полиэстера, которые после пары стирок или носки растягивались, теряли свой внешний вид и более уже походили на половую тряпку. Так вот, я говорю как раз про такие материалы. Не буду здесь называть конкретные ткани, так как тот же полиэстер может быть и качественный, а может и наоборот. Но использование натуральных материалов практически всегда смотрится более дорого, да и нашей коже больше нравятся натуральные составы тканей. Важная пометка. Ткань, которую можете 100% не покупать и не носить, это бандажная ткань. Например, платья или топы. Лет 7 назад они были супер популярными, но уже не сейчас. Второй пункт – это принты. Принты – это тонкая грань между дешево и дорого. Кстати, принты может еще и старить вас. Про это я рассказала в этом видео про то, как выглядеть моложе с помощью одежды. Принты, которые дешевят, это несуразные надписи и рисунки. Часто видела женщин в блузках, которые были исписаны надписями а-ля «Guten Morgen» вдоль и поперек разного размера. Иногда встречаю платья с красными перцами, чесноком и другими съедобными рисунками. Если не уверены в том, какой принт выбрать, можно железно брать монотон, вертикальную полоску и огурцы. Будьте аккуратны с животными принтами. Зебра, например, сейчас не в моде, а леопард в моде, но у него есть масса вариантов, выбирайте правильный. Третий пункт – это вещи, которые уже себя изжили. Зачастую у нас есть любимая или памятная вещь, с которой мы не готовы расстаться или хотя бы перестать носить. Но такая вещь уже заношенная, потеряла свой цвет, покрылась катышками, которые уже не убрать, или, может быть, проела моль. Да, маленькую дырочку на вашем любимом кашемировом свитере, который вам подарила мама, но все же дырочку. Четвертый пункт – это посадка. 2024 год – это год свободной посадки. Даже не в рамках этого года свободная посадка всегда выглядит более выигрышно, чем одежда в обтяжку. Почему? Потому что зачастую облегающая одежда сильно подчеркивает несовершенство наших тел. Например, джинсы скини или джинсовые лосины. Через такие обтягивающие лосины или джинсы виден и контур нижнего белья, иногда даже неровности кожи на ногах. Обтягивающая одежда сковывает движение, например, юбка-карандаш из эко-кожи. Если вам нужно будет бежать, чтобы успеть навстречу, то, скорее всего, вам будет очень сложно это выполнить. Свободная посадка выглядит более дорого и за счет того, что, как правило, вещи шьются из более плотных и качественных тканей, и за счет того, что акценты делаются на ваших сильных сторонах фигуры, а не на недостатках. Пятое – это пошив ткани. Первое – это принт изделия должен сходиться на месте швов и стыков. Часто в масс-маркете можно увидеть клетчатые жакеты, юбки и брюки, где клетка явно не сходится. Middle Market и люкс всегда следят за тем, чтобы принт ткани совпадал. Именно поэтому пошив зачастую выдает именно стоимость вашей вещи и создает дорогой либо дешевый образ. Вторая часть – это сами швы. Швы должны быть выполнены аккуратно, ровно, без выползающих ниток. Петелька под пуговицу, например, должна быть качественно обработана. Опять же, если зайти в масс-маркет, как правило, петелька обработана слабо. Нитки распускаются, еще находясь в магазине. А что говорить про то, когда вы начнете такую вещь носить? Следующий пункт – это цвета. Здесь все просто. Цвета, которые дешевят образ, это кислотные цвета, сильно яркие, перенасыщенные. Например, ярко-розовый, ярко-желтый, ярко-синий и другие. Что точно выглядит дорого, это черно-белое сочетание. Во-первых, это классика. Во-вторых, и черный, и белый цвет очень сложно испортить оттенками. Также дорого и презентабельно выглядят природные цвета. Это бежевый, молочный, песочный, коричневый и темно-зеленый.
Седьмой пункт – это фурнитура. Фурнитура – это молнии, пуговицы, шнурки, кнопки и другое. В идеале использовать вещи с минимальным количеством фурнитуры или с минималистической фурнитурой. Отдавайте предпочтение фурнитуре, выполненной из цвета стали и натуральных оттенков золота. Избегайте фурнитуры с использованием искусственных бриллиантов, страз, бусин. Они выглядят более дешево и не универсальны. Восьмой пункт – это подделки или реплики. Если вам нравится какой-то бренд, но вы пока не можете себе его позволить, лучше не покупайте подделки. Как правило, подделки выполнены в слабом качестве с дешевой фурнитурой. Практически всегда невооруженным глазом видно, что вещь не оригинал. Даже если у вас есть оригинальная сумка от Dior, но не оригинальные кроссовки, которые видно, что реплика, то окружающим будет казаться, что весь Dior на вас – это подделка. Сейчас очень много российских и зарубежных брендов в сегменте middle market, которые делают качественную и достойную одежду, которую вы можете выбрать на замену репликам и подделкам. Итак, переходим ко второй категории – это аксессуары. И в первом пункте мы поговорим немного про нижнее белье, а именно про лиф. Когда выбираете нижнее белье, обязательно выбирайте по размеру, прямо как с обувью. Не старайтесь втиснуться в тот самый бюстгальтер, который мне очень нравится, но размер не мой. Во-первых, вам будет в нем неудобно, а во-вторых, надев водолазку, будут видны итоги вашего неверного выбора. Также, если вы любитель маек или летних сарафанов на тонких лямочках, важно, чтобы в таком образе у вас не были видны лямочки от лифа. Сейчас продаются силиконовые лифы без лямочек, которые будут поддерживать вашу грудь, и при этом отсутствие лямочек позволит вам надеть любимый сарафан. Второй пункт – это ремень. Выбирайте классические модели. Сам ремень должен быть выполнен из кожи, а не из ткани. На нем не должно быть цепочек, а также бляха должна быть цвета стали или натуральных оттенков золота. Избегайте блях с использованием, опять же, искусственных бриллиантов, страз и бусин, только если это не специальный ремень на костюмированную вечеринку. Следующий пункт – это дешевая бижутерия. Старайтесь не покупать дешевую бижутерию. Во-первых, это может быть опасно. Если вы купите серьги из некачественного металла, то ваши уши могут их не принять. Во-вторых, вы можете попасть в неудобную ситуацию, если новое позолоченное кольцо оставит темный след на ваших пальцах. Такого типа бижутерию выполняют обычно из дешевых цветов под золото или серебро, но визуально практически всегда можно различить, где серьги за 150 рублей, а где за 3000. Серьги из качественных материалов прослужат вам дольше, выглядят более качественно и не будут дешевить ваш образ. И четвертый, последний пункт – это телесные капроновые колготки. На мой взгляд, капронки уже остались далеко в прошлом, и вот почему. Во-первых, они сильно блестят, создавая эффект перефотошопленных ног, и мне зачастую неудобно, да еще и стрелку можно на них быстро получить. Лучше не носить такие капроновые колготки, а если вас что-то смущает на ваших ногах, то можно просто надеть вещь той длины, что с легкостью прикроет ваше несовершенство. Мы проговорили про основные пункты, которые с легкостью могут сделать ваш образ дешевым и непривлекательным. Давайте еще раз зарезюмируем, что мы будем носить, чтобы каждый день выглядеть дорого, презентабельно и, самое главное, чувствовать себя комфортно и приковывать взгляды прохожих. Первое – это оригиналы брендов. Затем пастельные, черно-белые и природные оттенки. Нижнее белье по размеру. Фурнитура и ремни из качественного металла без страз и бусин. Одежду в большей степени из натуральных плотных материалов, качественную плотную синтетику. Одежду, у которой сходится рисунок по швам, а сами швы выполнены аккуратно и ровно. Незаношенную одежду, у которой еще презентабельный вид. Украшения из качественных материалов без искусственной позолоты. Ставьте лайки под этим видео, если вам понравилась разобранная тема. А также пишите в комментариях, что из своего гардероба после просмотра этого видео вы обязательно уберете в дальний угол. Также делитесь в комментариях теми темами, которые вы бы хотели, чтобы я осветила на этом YouTube-канале и разобрала все аспекты вашего вопроса. Также подключайтесь к моему телеграм-каналу, где я делюсь модными, трендовыми и бюджетными находками. Ссылка будет внизу в описании. С вами была ваш стилист Алина Галин. Вы были на канале Trend Division. Будьте красивы и любите себя!